Так, ребятки, в сегодняшнем уроке мы займемся регистрацией пользователей, то есть мы создадим пользователя, но только регистрацией, а авторизация будет темой следующего урока. Давайте мы закроем все, что тут у нас было. Нам тут сейчас из этого ничего не нужно. Вот так вот идем в сервер, src, user и начнем с DTO. Начинаем с DTO. У нас есть DTO-шка, где есть email и пароль, где мы писали для примера. Но я хочу здесь сделать такую предварительную небольшую, как это сказать, валидацию. Для этого мы можем посмотреть на сайте Nest.js, сюда в Overview зайти в Pipes и здесь написать класс валидатор. Выбрать как класс валидатор, и нам будут говорить две библиотечки, поставь их, и будет тебе счастье. Поэтому давайте мы их ставим. Нам нужен и класс валидатор, и класс трансформер. Когда это поставилось, внутри DTO, то есть внутри DTO, не внутри Entity, а внутри DTO, мы можем уже понемножку валидировать наши данные. То есть, например, я хочу сказать, что email у нас должен быть из email. Вот так. И типа string. То есть этот декоратор навешивается из класса валидатора, и он говорит, что типа, если ты будешь передавать не email, да, мы же помним, что такое DTO? Помним или нет? Если мы перейдем в сервис, то мы принимаем DTO-шку. То есть, по сути, DTO-шка это такая мини... То есть, описываем данные, описываем здесь мы входящие параметры. И мы говорим, что если ты нам... У нас тут точно уже есть email, который должен быть email из этого декоратора. Если я буду сюда передавать не email, он мне скажет, что, дружище, тут ты передаешь что-то неправильно. Ты сюда должен передавать только email. Дальше пароль. Мы можем сказать, что, допустим, min length, ну, допустим, я хочу сказать 6 символов. Дальше я могу к каждому из этих элементов добавить некие настройки. В данном случае это объект. Я скажу, что message. Допустим, если у нас валидация не проходит, у нас что-то там идет не так, допустим, мы передаем вместо 6 символов 5, мы можем показать message, например, что там password must be more than 6 symbols. Вот так вот. То есть мы можем все что угодно сюда написать, и оно просто отобразится. Что если мы будем передавать email нормально, а пароль передадим там 5 символов, то мне придет ответ, что не, мало, надо еще. И еще мы можем здесь сделать, не знаю, нужно нам это делать или нет. Нет, тут нам это не нужно. Все, на этом, в принципе, нам тут хватит. Дальше мы передвигаемся в user модуль. В первую очередь мы идем в модуль. Мы идем в user модуль. Где у нас user модуль? Мы еще к этому вернемся. Мы сейчас не до конца сделаем эту регистрацию, потому что нам нужно будет здесь еще одна технология, которую мы будем рассматривать в следующем уроке. А пока что мы сейчас делаем не до конца, не совсем полную регистрацию. Окей, что нам нужно? Смотрите, мы зашли в user модуль для того, чтобы мы подключили сюда нашу таблицу. То есть нам теперь, да, мы их создали. У нас есть user entity, и теперь нам ее нужно подключить, чтобы она у нас была доступна во всем нашем модуле. Для этого мы идем в user модуль и добавляем здесь массив импортов, то есть поле op-imports. Это у нас массив. И сюда мы будем импортировать type ORM модуль for feature. И сюда как массив мы передаем, видите, у нас метод, TypeScript нам подсказывает, что у нас метод forFeature принимает некие entities, и они являются, это массив схем. То есть нам сюда нужно entity импортировать. В нашем случае мы работаем с user, нам нужно user, и мы импортируем его из entity. И теперь смотрите, мы вернемся сейчас на app модуль. Помните, я вам говорил, что у нас есть forRoot. Ну, здесь вот у нас type-ORM модуль. Мы тут использовали forRoot. Ну, async это уже не важно, это я уже объяснял почему. Мы здесь использовали forRoot. Теперь мы используем тот же самый type-ORM модуль тут в юзере, но только уже forFeature.
То есть это, как я и говорил, что for root это для основного такого входящего такого файла, куда мы подключаем, в принципе, весь этот for root и настраиваем. А for feature это уже для дополнительных модулей, в которых мы можем использовать ту же самую историю. Вот так вот. Окей, мы создали, подключились здесь к нашей модельке. Дальше можем идти в контроллер. Контроллер я бы тут немножко сейчас, наверное, почистил. А именно, что бы я тут сделал? У нас будет всего два роута здесь. Post и get. Остальное все мы уберем. У нас тут будет два модуля, то есть два роута. Комментарий тоже уберу, мешает. Все, post и get. Пока что мы занимаемся post методом, get чуть позже. Теперь давайте лишние импорты поубираем, почистим, чтобы все было у нас красивенько. Все остальные вот эти get, put, delete, мы тоже с этим поработаем, только не в юзерах. В юзерах мы будем только создавать. Теперь, что нам нужно? У нас тут уже через конструктор заинжектен, да, у нас user сервис, у нас есть доступ к user сервису. Смотрим по метод post, функция create, которая принимает вот этот body, да, говорит, да, то есть мы, если сейчас это уберем, мы говорим сюда, что мы как body, как тело запроса будем что-то передавать, какой-то объект. Вот через body мы говорим о том, что мы сюда будем передавать какой-то объект. И этот объект мы записываем в переменную createUserDTO по типу createUserDTO. То есть мы говорим, что мы сюда будем принимать какой-то объект, у которого тип будет createUserDTO. А createUserDTO мы уже описали. У нас там есть email и пароль. То есть мы будем ждать здесь в нашем body email и пароль. И нам нужно будет передавать email и пароль. Давайте я для этого открою Insomnia. Мы будем делать все запросы через Insomnia. Я не хочу пользоваться Postman, я буду использовать Insomnia. Здесь вот мое все, что было раньше. Это нам уже не нужно. Мы сейчас это все удалим. Так, delete. Transactions. Delete. Юзер оставим все, что есть. Нам не принципиально. Так, email и пароль. Email, пароль. То есть, да, мы же говорим, что в баде у нас будет email и пароль, поэтому в баде мы будем передавать email и пароль. Теперь давайте немножко, кто не работал с Insomnia, я объясню, что тут происходит. У нас есть такое же поле, куда мы выбираем метод, где мы выбираем, вводим адрес, и где мы можем, все будет вот так вот, где мы можем передавать какие-то данные. Например, если мы хотим передавать в баде, то я говорю, что в формате JSON передавай все это. Постепенно будем учиться. Единственное, что я тут сделал, вот тут environments, то есть переменная, я нажал сюда, manage, и в base environment я указал, что у меня будет переменная URL с нашим адресом, по которому мы будем отправлять запросы. То есть по нашему, то есть можно просто сделать вот так, скопировать это и добавлять тут уже нужное значение, не суть. Я сделал так, что я теперь через переменную URL я получаю эти данные, и дальше я просто уже буду говорить user, потому что у нас здесь контроллер на юзера. То есть и мы тут тоже будем отправлять запросы. Где она? Будем отправлять запросы на юзера. Отлично. Смысл, я думаю, ок. Все. Мы видим, что this action adds a new user. То есть мы идем сюда, мы видим, что мы здесь возвращаем user service create. Если мы переходим в user service, то this action adds a new user. Дальше, чтобы у нас работала валидация вот этой DTO-шки, нам нужно еще кое-что добавить, а именно pipe. Что такое pipe? Pipe это некая такая, это вообще через, давайте сначала добавим, потом я объясню. Мы его добавляем декоратор use pipes, вызываем его и внутрь помещаем new validation pipe. И вызываем его тоже. Теперь давайте поговорим, что такое pipe. Pipe это некая такая, если простыми словами, это некая функция, которая выполняется перед тем, как выполнить этот запрос. То есть мы при помощи pipe можем что-то валидировать, трансформировать. То есть это такой переходный такой шаг. То есть сначала мы там отправляем запрос. Потом, когда запрос к нам пришел, если у нас есть какие-то пайпы,
мы выполняем этот pipe, и только после того, как мы выполнили этот pipe, мы уже приступаем к обработке этого запроса. Если pipe там не выполнился, там мы можем это делать. Это мы дальше тоже поговорим с вами. То есть вот такая вот, то есть это некая такая, как в, как он называется, в экспрессии там middleware, то есть функция, которая дополняет, грубо говоря, расширяет функционал, так это тоже типа pipe, это то, что выполнится в промежутке между тем, как вы отправили запрос, и он обработался. То есть вы тут можете делать дополнительные какие-то манипуляции и так далее. Окей, таким образом мы теперь будем уже валидировать нашу DTO-шку и выдавать ошибки, которые мы там писали вот тут, если все это сработает. Его можно подключать, конечно же, то есть в таком виде мы должны подключать к каждому роуту, в котором мы используем этот класс-трансформатор, класс-трансформер. Но его также можно подключить глобально, просто на всем приложении, но я это делать не буду. Там команда, там, по-моему, вот так мы идем app, use, global pipes, сюда помещаем pipe, и все, и радуемся. Но мы делать так не будем, мы будем добавлять там, где надо, и там, где не надо, не будем. Окей, к чему мы идем дальше? В принципе, на этом этапе нам контроллер, мы закончили его, да, для регистрации, и нам нужно переходить в сервис и писать сам сервис. Переходим в сервис, и тут едем дальше. И уже тут в сервисе нам не нужно много лишнего, мы уберем update, remove, find all мы тоже уберем, нам не потребуется. Мы оставим только create user и find one. Нам это тоже в будущем потребуется. Убираем update user DTO, кстати, его можно удалить, мы не будем апдейтить. Хотя давайте я верну. Здесь у нас будет find one. И здесь find one. Пока так ставим. Вот так. В user сервисе find one тоже есть. Ладно, давайте пока закомментируем. Я понял, что она ругается. Нам это пока не требуется. Мы там айдишник не передавали, нам говорили, что передай айдишник. Нам это пока не нужно, нам нужно разобраться с регистрацией. Смотрите. Теперь, что мы делаем по поводу регистрации? Мы уже в модуль заинжектили нашу модель. То есть в модели юзера, то есть в модуле юзера есть уже моделька юзера, то есть не моделька, а таблица из базы данных. Теперь нам нужно как-то получить доступ к этой таблице. Поскольку у нас сама таблица является типом там entity, мы видим, что она entity, мы ее можем также заинжектить уже в сервис. В сервисе этим пользоваться. Для того, чтобы нам добавить, да, эту табличку, для того, чтобы взять эту табличку и работать с ней, мы должны ее заинжектить как-то в наш класс. А в классе это дело, да, мы инициализируем эту переменную при помощи конструктора. То есть мы берем конструктор, и внутри конструктора мы уже будем инициализировать эту переменную. Тут немножко, да, уже ООП пошло, оно построено на всем, то есть ООП здесь нормальная тема, поэтому вам нужно немножко, да, понимать хотя бы, что происходит. Что там делает конструктор, что там делает супер, как там методы и прочая вот эта вот история. Тоже я сильно вдаваться не буду, я стараюсь объяснять довольно-таки подробно, более-менее, но я не могу объяснять прям все тонкости, все нюансы каждого элемента, который мы тут встречаем. Поэтому давайте так. Теперь, когда у нас есть конструктор, нам сюда нужно заинжектить нашу модель. Для этого мы используем inject репозиторий из type ORM, импортируем из type ORM, и мы говорим, что мы хотим сюда заинжектить юзера. И тоже импортируем его из entity. Таким образом, мы сюда добавляем юзера. И этого юзера мы его записываем, мы можем через private, допустим, read-only, или read-only можно не писать, как хотите. И сюда мы записываем, что это будет user репозиторий, и тип у него будет репозиторий из type ORM. Мы его импортируем, репозиторий, и сюда добавляем юзера, generic. Таким образом, мы говорим, что у нас, да, мы заинжектили репозиторий юзера, записали его в переменную user репозиторий. Теперь у нас в переменной user репозиторий, который у нас типа репозиторий,
у него будут доступны все методы из TypeORM для того, чтобы мы работали с базой данных. То есть TypeORM это некая такая прослойка, которая помогает нам удобнее работать между базой данных и нашим сервером. Кто смотрел померно курс, то это там мы для того, чтобы работать, у нас там тоже было там, Express-сервер, MongoDB, база данных, и связующее звено это был Mongoose. Тоже такая ORM для связи всего этого. Тут то же самое. У нас сервер Nest, база Postgres, а связующее звено TypeORM. Вот как-то так. И дальше теперь мы поехали. Давайте мы уже будем делать реальные вещи. Смотрите, мы принимаем здесь create user DTO. И дальше мы уже должны спросить, а есть ли такой у нас юзер в базе. То есть мы, там, допустим, это будет константа там, exist там, user, например, так. Это будет await. Поскольку мы используем await для работы с базой данных, конечно же, метод должен быть async. И мы говорим, что exist user, это await, мы должны его где-то поискать. Где мы должны его поискать? В базе данных. Для этого мы создали переменную user repository из TypeORM, которая будет нам в этом помогать. Мы говорим, что await this user repository. И у него, видите, куча методов. Find one, find, save, delete и так далее. Обычные такие методы, чтобы там нам не пользоваться там селектом и всем прочим, вот эти SQL-ные запросы. Нам это все не интересно. Нам интересно вот, то, что нам предоставляет TypeORM. Нам сокращает количество кода и гораздо упрощает все это делать. И мы говорим, что давай, найди в нашем репозитории, то есть в репозитории у нас является таблица в базе данных user, то есть у нас там есть там ID, email, пароль и так далее. Мы с вами записывали про, где у нас там DTO, entity. У нас там есть, да, там ID, email, password, там транзакции, все такое. Нам это не надо знать. Мы говорим, что ты, пожалуйста, найди нам юзера какого-то. Какого юзера мы хотим найти? Мы еще ничего не создали, а ты уже хочешь кого-то найти. Правильно. Мы говорим, что найди нам where, как условие. Where, где user, не user, где поле email. Да, у нас же у юзера есть поле email. У нас у юзера есть поля вот такие. Так, где у нас user entity? У нас есть ID, email, пароль, да, основные. То есть мы регистрируемся по email и по паролю. Значит, мы говорим, что ты поищи, где email является create user DTO email. Давайте мы теперь рассмотрим с вами, что я тут понаписывал. Что мы тут в этих 3 строчках говорим. Мы говорим, что прежде чем создать пользователя, мы тут передаем какой-то email и какой-то пароль. Мы передаем эти данные. И мы говорим, прежде чем что создавать, ты, пожалуйста, поищи в нашей таблице одного юзера, у которого email совпадает с тем email, который мы тебе передаем. То есть ты возьми базу данных, вот это вот лево это база данных, ты возьми email с базы данных и поищи, существует ли такой email, ли такой пользователь с email, который мы передаем тебе вот сейчас, когда регистрируемся. Если какой-то пользователь там находится, то мы говорим, что если if exist user, то есть если тут лежит какой-то пользователь нашелся, потому что это автоматически становится как true, мы говорим, что если такой пользователь есть, ты давай, пожалуйста, throw, так, throw new, ну пускай это будет там bad request exceptions, и мы напишем сюда просто как текст, мы скажем, что this email already exist. То есть, что мы тут сделали? Да, мы сказали, что мы, прежде чем создавать какого-то юзера, мы попросили, найди, есть ли у нас какой-то юзер с таким email, который мы тебе сейчас передаем. Если в базе данных вдруг такой email уже есть, то мы не можем еще раз зарегистрировать пользователя под таким email. Нам нужно другой email вводить. А если такого email нет, то мы идем дальше. Мы идем дальше, и мы приходим к следующему. Мы говорим, что давай тогда const user, это будет await this user repository, мы вызываем метод save. Метод save, и мы передаем сюда объект, где у нас должны быть поля email какой-то там, сейчас мы к этому придем, и password какой-то там. Какой у нас тут будет email и password? Тот, который мы передаем, правильно.
мы его передаем вот тут, через create user DTO. Мы говорим, что давай-ка, вот так вот, create user DTO, и у него есть два поля, email и пароль. То есть мы же в DTO написали, что мы передаем только email и пароль. Вот email, пожалуйста. Паспорт. С паспортом все немножко интереснее. Паспорт мы не можем передавать напрямую, сохранять в том виде, в котором он нам приходит в базу данных. Нам нужно его хэшировать, чтобы мы просто не хранили открытый пароль в базе данных. Так никто не делает. Мы его должны захэшировать. Для этого, так, чтобы мне такое открыть, давайте еще одну новую вкладку открою. Тут где-то есть вот for hashing password. Они рекомендуют. Тут сам Nest говорит, что можно было использовать bcrypt.js. Мы его, кстати, мы использовали в мерне bcrypt. Тут он говорит, что есть еще альтернатива Argon 2. Argon 2, он говорит, установи Argon 2, ставим. Установили Argon 2. Есть, теперь он там где-то говорит, как нам его подключить. Тут где-то есть для TypeScript. Вот. Вот так вот. Скопируем эту строчку. И мы говорим, что давай импортируй все как Argon 2 из пакета Argon 2. Теперь пароль. Теперь нам нужно тот пароль, который мы передаем, зашифровать. Для этого мы берем следующее. Поскольку мы там шифруем, это как-то происходит где-то там, мы не знаем, где это происходит, это тоже асинхронное. Мы говорим await. В пароль мы говорим await, Argon 2. Вот, Argon 2. У него есть методы разные. Нас интересует метод hash. Hash. Вызываем этот метод и кладем сюда пароль. То есть create user DTO password. И если все ок, то мы возвращаем, я буду возвращать объект user и что-то там еще, но к этому мы придем. Все, мы будем это возвращать. Мы возвращаем этого юзера. Все. Теперь у нас пользователь, по идее, должен уже создаваться. Давайте мы это проверим. Идем в Insomnia. Помним, да? У нас есть route user и просто post-запрос. User, запрос, post. Он у нас ждет create user DTO как body. То есть тело, которое мы передаем, это body. В create user DTO у нас должен быть email и пароль минимум 6 символов. Давайте это проверим. Вот есть email. Давайте мы введем там test@gmail.com. А пароль введем 1, 2, 3, 4, 5. Нажмем send. И мы видим, что у нас пришла ошибка. Bad request. И здесь password must be more than 6 символов. 6 символов. Отлично. Давайте мы добавим символ. Давайте я сделаю пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 единиц. Я нажимаю send. Все, у нас юзер создался. Мы видим, что у нас есть вот такой вот email. И видим, что у нас теперь зашифрованный пароль. Мы напрямую не видим, что у нас там пароль 6 единиц. Мы видим в базе данных, что он вот так вот выглядит. Если я теперь открою dbeaver, этот, который показывает нашу табличку, я не буду ее пользоваться больше. Я так, может, иногда буду заходить. Нас просто интересует, да, как это выглядит на начальном этапе. А дальше мы будем все понимать, получать из запросов, и нам будет достаточно этого. Ну, наверное. Все, мы идем в юзеры. Если мы посмотрим, у нас появился юзер ID 1, email тест, и пароль вот такой вот большой, непонятный, странный пароль. И таким образом мы с вами создали этого пользователя. Если мы сейчас попробуем еще раз создать такого же пользователя, я нажму send, мы видим, что ошибка 400, this email already exists, то есть такой пароль используется. Но если мы сделаем тест 2, или там тест 2, нажму send, у нас снова пользователь создастся, потому что такой email не занят. Если мы посмотрим, да, опять в базе, нажму refresh, вот мы видим, что есть тест 1, тест 2, все отлично, регистрация работает. Что ж, ребятки, данный ролик мы закончили. Как ни удивительно, вы видите, что в принципе регистрация пошла у нас быстренько, аккуратненько. Сложнее будет с логином. Скажу сразу, будет сложно. Следующий урок будет сложный. Но я думаю, что вы справитесь со всем этим. Посмотрите один раз, посмотрите 2 раза, и у вас все получится. Напоминаю, весь исходный код данного большого
курса будет доступен на Patreon, и вы сможете себе его скачать, ссылочка будет в описании. И увидимся с вами, ребятки, уже в следующем уроке.